Российские дроны атаковали автобус с шахтерами в Днепропетровской области. Погибли как минимум 17 человек. Администрация Трампа передала Ирану сигнал о возможности переговоров, но к нанесению ударов Вашингтон тоже готов. Выборы в Техасе. Демократы укрепляют позиции и угрожают Трампу громкими расследованиями. Завершение истории, потрясшей весь мир. 5-летнего мальчика Лиама Конехо Рамоса, задержанного сотрудниками ICE, отпустили вместе с отцом. Десятки тысяч человек вышли на митинг в центре Праги в поддержку президента Чехии Петра Павла. Что за скандал этому предшествовал? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Российские военные атаковали беспилотниками шахты энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. 17 работников шахты погибли, 12 ранены, 7 находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает компания. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены. По словам председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, под ударом 4 дронов «Камикадзе» оказались угледобывающее предприятие в городе Терновка, а также автобус с работниками шахты, который осуществлял посменный трансфер. Российские военные атаку не комментировали. Администрация президента Дональда Трампа по нескольким дипломатическим каналам передала Ирану сигнал о готовности к переговорам по заключению сделки, сообщает Axios. По данным издания, Турция и Египет уже участвуют в организации возможной встречи спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткофа с высокопоставленными иранскими чиновниками в Стамбуле на этой неделе. Источник Axios в одной из этих стран отметил, что переговорный процесс продвигается, и посредники делают все возможное для его запуска. В Белом доме подчеркивают, что Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и по-прежнему рассматривает дипломатический вариант. Американские чиновники утверждают, что заявления Трампа о переговорах не являются блефом. Однако в Вашингтоне не уверены, даст ли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаминеи своим дипломатам мандат на компромиссную сделку. Сам Трамп заявил, что в случае провала переговоров станет ясно, был ли Хаминеи прав, предупреждая о риске региональной войны в случае удара Соединенных Штатов. Сэр, что касается Ирана, верховный лидер сегодня заявил, что нападение США может спровоцировать региональную войну. Почему бы ему этого не сказать? Конечно, вы бы это сказали. Но у нас там совсем рядом находятся самые большие и мощные корабли в мире. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку. Если же сделки не будет, тогда мы узнаем, был ли он прав. Эксперт в области национальной безопасности и один из советников Трампа Стив Йетс в эфире Fox News рассказал, что сейчас тактика Белого дома заключается в максимальном давлении, причем не только на Иран, но и на страны, покупающие у него нефть. Если же Тегеран не пойдет на уступки, Вашингтон готов и к нанесению ударов. Президент может применить свою стратегию максимального давления на теневой флот, который помогал Ирану обходить санкции в прошлом. Это сильно влияет на Китай, поскольку он является основным покупателем иранской нефти, и поэтому это помогает усилить давление, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. И я в основном ожидаю, что это и есть план А президента — сдержать пагубное влияние, оказать давление на режим, чтобы тот сел за стол переговоров и заключил сделку. Но он доказал свою готовность к тому, что если они зайдут слишком далеко и слишком быстро в ядерной или других областях, он нанесет удар, а затем, вероятно, отступит и посмотрит, изменили ли они свое мнение. Как вы думаете, каков полный спектр вариантов, учитывая, что, я думаю, мы все в какой-то степени усвоили, что ввязывание в войны не очень хорошо работает? Не работает, но я думаю, что любой ответственный руководитель в сфере национальной безопасности должен быть готов к тому, что ответные меры расширяют миссию и масштабы. Поэтому я думаю, что у президента есть множество вариантов, и он будет готов к подобным ситуациям. Я ожидаю, что они рассмотрят возможность нанесения ударов по вызывающим опасения объектам, как это было раньше, надеюсь, снова очень аккуратно, напоминая людям, что есть вещи, которые может сделать только Америка, и вы ничего не можете с этим поделать, так что заключайте сделку. Есть и другие вещи, которые они могли бы сделать, чтобы повлиять на энергетику и инфраструктуру, а также действительно улучшить связь. Одним из тревожных моментов недавних протестов было то, что режим, казалось, он стал более способен блокировать связь даже с появлением Starlink. Надеюсь, мы расширяем наши возможности в этом отношении, чтобы у людей было больше возможностей формировать свое будущее. Кажется, это одна из немногих вещей, в которых они действительно эффективны. В Стамбуле на митинге в поддержку Ирана турецкие протестующие подожгли флаги Соединенных Штатов и Израиля, а также фотографии главы Белого дома Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как уже сообщалось, Турция с нарастающей тревогой наблюдает за событиями в Иране, опасаясь, что возможная смена власти может серьезно повлиять на интересы этой страны в энергетике, логистике и безопасности. Высокопоставленные турецкие чиновники высказываются против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Ирана, отмечая, что это лишь усугубит кризис в стране. Пресс-секретарь президента Эрдогана предупредил, что нестабильность в регионе может усилиться, если действия извне будут мотивированы тем, что он назвал израильскими провокациями. А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обвинил Израиль в прямом участии в иранских протестах. Представитель Демократической партии Кристиан Менефи победил на выборах в Палату представителей Соединенных Штатов от 18-го округа штата Техас. Почти год округ оставался без представителя в Конгрессе после смерти демократа Сильвестра Тернера. Менефи, ранее занимавший должность прокурора округа Харрис, набрал 68% голосов избирателей. Его победа сократит и без того небольшое большинство республиканской партии в Палате представителей. Выступая после объявления результатов, Менефи заявил о намерении противостоять жесткой иммиграционной политике президента Дональда Трампа. В частности, он пообещал добиваться радикальной реформы ICE и заявил о планах расследовать возможные нарушения со стороны Трампа. Когда я войду в Конгресс, я буду бороться каждый день за укрепление нашей системы социальной защиты и за то, чтобы мы не сокращали никакие пособия СНАП, никакие программы ВИК, а заботились об этих семьях. Где-то в одном из моих избирательных округов есть иммигрант, который ужасно боится, что сотрудники ICE, агенты в масках, ворвутся к нему домой и заберут его обратно в страну, где он не был очень давно. Вот почему во время предвыборной кампании я рассказывал о близком родственнике, который стал жертвой инцидента на дороге и не хотел обращаться в больницу или в полицию, потому что боялся депортации. И вот почему я понимаю, что когда пойду в Конгресс, я буду каждый день бороться за импичмент Кристи Ноэм, за искоренение ICE и за исправление сломанной иммиграционной системы страны. Президент Трамп, мое послание вам таково. Вы почти год не слышали голоса жителей 18-го избирательного округа Техаса. Результаты сегодняшних выборов — это мандат для меня работать изо всех сил, чтобы противостоять вашей программе, бороться с тем, куда вы ведете эту страну, и расследовать ваши преступления. И я с нетерпением жду возможности сделать это. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что штатам необходимо установить контроль над Гренландией из-за слабости, которую, по его словам, демонстрирует Европа. Бессент также заявил, что, по его мнению, европейские лидеры в конце концов согласятся с идеей контроля Вашингтона над Гренландией. При этом, по его словам, вторгаться в Гренландию Трамп никогда не собирался. Вы также много говорили о Гренландии, довольно активно высказывались по этому поводу. Думаю, это было главной темой обсуждений в Давосе для многих. Хотите что-нибудь нам рассказать? Могу сказать вам, что ваши зрители, что европейцы просто потеряли контроль без видимой причины. Поэтому, когда президент не выступил с заявлением, что он исключает захват Гренландии силой, все в Давосе дрожали. Боже мой, он собирается вторгнуться. Конечно, он никогда не собирался вторгаться в Гренландию, но это очень важно с точки зрения стратегии, поскольку у нас есть значительные оборонительные возможности там. И я не делаю прогнозов. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Но если бы между Штатами и Китаем разразилась кинетическая война, все ракеты полетели бы в Гренландию, поэтому это имеет стратегическое значение. И президенты на протяжении 150 лет хотели захватить Гренландию. Поэтому я думаю, что переговоры продвигаются в очень хорошем направлении. Член Палаты представителей от Техаса Хоакин Кастро в воскресенье 1 февраля опубликовал видео и фотографии с 5-летним Лиамом Конеху Рамосом и его отцом после их освобождения из-под стражи по решению федерального судьи. Накануне окружной судья Фред Биери распорядился немедленно освободить Адриана Конеху Ариаса и его сына, задержанных сотрудниками иммиграционной службы во время рейда в Миннесоте. Лиам стал широко известен после публикации вирусной фотографии, на которой он стоит у своего дома в синей шапочке с зайчиком рядом с федеральными агентами. Мальчик был одним из 4 учеников, задержанных иммиграционными властями в пригороде Миннеаполиса за последние недели. Агенты ICE задержали Лиама и его отца прямо на подъездной дорожке к их дому, когда ребенок возвращался из школы. По словам суперинтенданта округа, агенты использовали мальчика как приманку, заставив его постучать в дверь, чтобы выяснить, есть ли в доме другие люди. Во вторник днем я была в том районе и все видела. Неподалеку от моего дома высаживали детей из школы, и я услышала гудки и свистки. Я увидела несколько машин, перекрывающих дорогу,
И мужчину, стоящего рядом с работающей машиной на подъездной дорожке, которого задерживали агенты, имена которых не были названы, они в масках были. Я предположила, что это агенты иммиграционной и таможенной службы. И я начала наблюдать и записывать происходящее, стоя на некотором расстоянии от места событий. Там было, наверное, еще 15 человек из нашего района. Это были соседи, люди, которых я узнала. А потом я услышала, как сосед сказал: «Там ребенок». И у меня сердце сжалось. Я видела, как они сажали мужчину в багажник внедорожника, и это делали несколько агентов. Затем я увидела 2 агентов, я полагаю, на заднем дворе, огороженном сетчатым забором, и там был маленький мальчик. На нем была синяя шляпа и очень маленький рюкзак. Рюкзак с Человеком-пауком. И он был один. Затем эти агенты опустились на колени и указывали на дверь, чтобы он постучал. Несмотря на то, что семья въехала в Соединенные Штаты легально как просители убежища и не имела приказа о депортации, их отправили в Центр содержания семей в Дилли, штат Техас. Судья Биери, назначенный президентом Биллом Клинтоном, в своем решении резко раскритиковал действия администрации Дональда Трампа, сравнив их с произволом британской короны, осужденной в Декларации независимости. На следующий день после освобождения Лема и его отца заметили при посадке на самолет в Сан-Антонио. История мальчика стала символом ужесточения миграционной политики штатов и вызвала волну страха в округе, где почти треть школьников начала пропускать занятия. По меньшей мере 9 человек погибли и 26 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса в турецкой Анталии. Известно, что автобус перевозил 34 человека, как граждан Турции, так и туристов. Погода была дождливой, к тому же туман еще не рассеялся. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, оказали помощь пострадавшим и перенесли их на носилки для оказания медицинской помощи. Губернатор Анталии Хулуси Шахин сообщил журналистам на месте происшествия, что техническое расследование выявит точную причину аварии. Мы ехали из Испарты в Анталию. На дороге был туман. Водитель ехал очень быстро. Когда мы подъехали к повороту, он не смог повернуть. Сначала мы перевернулись на бок и заскользили. Затем ограждение застряло в автобусе, и мы вместе с пассажирами полетели вниз. Подробности аварии будут установлены позже в ходе технического расследования. Но, как вы видите, идет дождь, земля мокрая. В это время также был туман. Однако это не место для превышения скорости. Это перекресток. Похоже, автобус въехал на перекресток на очень высокой скорости. Эти вещи прояснятся на более поздних этапах. Я могу повторить. Это был пассажирский автобус, который выехал из Текирдага прошлой ночью. В воскресенье вечером десятки тысяч человек вышли на митинг в центре Праги в поддержку президента Чехии Петра Павла. Акция прошла после того, как глава государства отказался утвердить кандидатуру Филиппа Турека в новое евроскептическое коалиционное правительство из-за его нацистского жеста и размещения нацистской символики. На фоне конфликта с правительством проевропейский и проукраински настроенный Павел обвинил министра иностранных дел Петра Маценку в передаче ему угроз через советника. По словам президента, в сообщениях говорилось о последствиях, если он продолжит блокировать назначение Турека на пост министра окружающей среды. Сам Турек, представляющий правую партию автомобилистов, заявил, что его действия были проявлением дурного вкуса, а не симпатии к нацизму или расизму. Сторонники президента заполнили Староместскую и Вацлавскую площади, полиция временно перекрыла ряд улиц в центре города. Участники митинга размахивали флагами Чехии и ЕС, выражали поддержку Украине и протестовали против коалиционного правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Я здесь, потому что мне не нравится культура нынешнего правительства. Мне не нравится давление на президента и попытка его шантажировать. Мы приехали сюда с нашими друзьями, потому что считаем, что порядочность и хорошие отношения важны в жизни, а также в политике и обществе, и мы хотим поддержать президента и демократическое развитие в целом, потому что нам очень не нравится то, что происходит сейчас. В воскресенье в Коста-Рике прошли президентские выборы, которые, по оценке The New York Times, могут стать поворотным моментом для страны с долгой репутацией стабильной демократии. Опросы фиксируют уверенное лидерство кандидата от правящей партии Лауры Фернандес, что отражает запрос общества на жесткую политику на фоне резкого роста преступности. Фернандес, протеже действующего президента Родриго Чавеса, набирает чуть более 40% голосов, что позволяет ей рассчитывать на победу уже в первом туре без второго раунда 5 апреля. Основной темой кампании стала общественная безопасность. С 2023 года в стране фиксируется около 900 убийств ежегодно, а Коста-Рика превратилась в крупный транзитный узел наркотрафика. Правящая коалиция предлагает чрезвычайные меры, в
включая режим ЧП в криминальных районах, судебную реформу и строительство мегатюрьмы, по примеру Сальвадора. При этом эксперты и правозащитники предупреждают, что под лозунгами борьбы с преступностью власти ослабляют демократические институты, а Чавес регулярно атакует суды, СМИ и избирательные органы. В голосовании могут принять участие более 3,5 миллиона избирателей, и аналитики считают, что низкая явка, как и в 2022 году, может сыграть на руку правящей партии. Я думаю, это огромная возможность сохранить нашу демократию. Коста-Рика в этом отношении получила огромную выгоду. Поэтому все мы, независимо от нашей политической партии, должны прийти и воспользоваться этой возможностью, которой нет у других стран. Прежде всего, я надеюсь на гораздо более примирительный диалог. С гораздо большей вежливостью, гораздо больше ориентированный на костариканские ценности, дружелюбный, простой диалог, полный мира, прежде всего. Я надеюсь, что следующее правительство сосредоточится на людях, которые больше всего в этом нуждаются, на рабочем классе и, прежде всего, займется такими вопросами, как заработная плата, пенсии, безопасность и образование. В Олимпийскую деревню в Милане начали прибывать спортсмены со всего мира в преддверии зимних Олимпийских игр. Деревня рассчитана примерно на 1700 мест и предлагает атлетам широкий спектр услуг, включая тренажерный зал, оздоровительные зоны и игровую площадку. Объект построен на территории бывшей железнодорожной станции в рамках масштабной реконструкции городского района. После завершения Олимпиады комплекс планируют переоборудовать в студенческое общежитие. Первые отзывы спортсменов и официальных лиц оказались очень позитивными. Они отметили комфорт и дружелюбную атмосферу в деревне. Руководительница олимпийских деревень Фламиния Тамбури назвала открытие деревни эмоциональным моментом и результатом месяцев подготовки и командной работы. Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортиньи-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Здесь здорово. Это прекрасная деревня, все работает. Она уютная, за исключением окружающих зданий. Но это хороший пример того, как все может быть. Еда хорошая, кровати удобные, у нас достаточно места. Мы счастливы. На самом деле, я впервые на Олимпийских играх. Атмосфера действительно приятная. Кампус тоже очень новый. Вероятно, внутри его отремонтировали. Так что мы просто пока размещаемся, стараемся постепенно привыкать ко всему и надеемся, что нам всем понравится. Конечно, во время ковида все было мрачно. Наконец-то теперь будут и зрители, и наши семьи могут нас поддержать. Верю, что будет здорово. На арене Crypto.com в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Ведущим шоу в 6-й и, по его словам, последний раз стал комик Тревор Ноа. На сцене выступили Леди Гага, Бруно Марс, Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Тайлер, группа Клипс с Фарреллом Уильямсом, Розе, а также все 8 номинантов в категории «Лучший новый артист». Церемония собрала множество звезд мировой музыки и стала одним из самых заметных культурных событий года. При этом многие гости пришли со значками «Eyes Out». В знак протеста против действий миграционной службы и политики администрации президента Дональда Трампа. Послушайте, я считаю, что величие Америки находится под угрозой со стороны тех самых людей, которые стремятся сделать ее еще более великой. И именно поэтому я ношу значок Eyes Out. Знаете, я могла бы сказать гораздо больше, но я считаю, что это действительно суть. И, честно говоря, я сочувствую тем людям, которые, не знаю, были обмануты этими рассказами. Но правда в том, что тот самый механизм, который люди используют, чтобы причинить вред другим, будет использован против них самих. Поэтому на самом деле нам нужно избавиться от этого механизма, чтобы никто не пострадал.